Итак, друзья, что же у нас сегодня вкусненького? Это предметы сегодняшнего обзора. А кроме, конечно, вот этих двух милых чекушек. Потому что с Петросом я уже списался, но он еще не ответил. Я пошел к парням, мы тут втроем в конкретное время и посовещался с ними. Все хором решили, что это все-таки для души. Это не автошейв. Один из нас прочитал, что вот барбариан, хотя здесь буква Г, но он говорит барбариан, я, говорит, это слово по-гречески знаю, это воин. То есть стопудово это для души. То есть я так понимаю, что греческие воины, прежде чем пойти какой-то подвиг сделать, он хлопок такую чекушечку берет, как накатил, ну и все, и становится воином, и вперед нормально. То есть вот для мужика вполне себе обычная, обыденная история. А вот это что-то такие я тоже перевести не смог. То ли это греческая водочка Азул, то ли это еще что-то, вот что-то вот из этой серии. Но одно понятно, это не автошейв, за что Петросу, добрая душа, отдельное огромное спасибо. Я вот совсем скоро, на 12 число, к другу пойду на день рождения, к Сашке. Он сам самогонщик-то еще тот, но вот от таких вот диковинок-то, я думаю, он не откажется. Вот это мы с ним и затестируем. И посмотрим, что же у нас все-таки греческий народ-то пьет. От всей души надеюсь, что это очень вкусно. Так, это убираем в сторону. Ну а с этими делами, тут у нас представители итальянской школы парфюмерии, ну и самое главное, станочек, конечно, который прислал от Дмитрича, поэтому давайте вот это геть в сторону пока, а начнем с этого и разберемся, что же это такое. Итак, бритва. Смотрите, какой холчевый мешочек, как все это компактно свернуто, но не все мешочки были вот из такого материала, потому что кроме таких были еще и кожаные. Не стоит раскатывать губу, кожаные доставались только офицерскому составу, а вот такие холщовые — это рядовой и сержантский состав. А открываем, тыдыщ, хоба! И с этой стороны у нас сразу, смотрите, вот такая вот металлическая плямба с напылением. Это у нас, ребята, типа зеркало. Не всем везет, кто приобрел такой набор, или кто сумел, кому посчастливилось достать вот с этим зеркалом, потому что большинство из них уже без него. То есть зеркало безвозвратно утеряно. Никто не подсказывал, нигде не видел, но чисто вот, знаете, внутреннее подсказало. Увидел, как зеркало здесь крепится, здесь вот эту дырочку, подсказало следующее. Мы его снимаем, вот так вот переставляем. Тырц, и можно за любой гвоздик подвешать, и у вас уже получается зеркало как бы в нормальном положении. Иди себе добрейся. Побрился, спокойно берешь его, переставляешь. Так, хоба. И оно опять так же, как и было. Дальше открываем клапана. И что же мы тут видим? А видим, ребята, мы просто пипец. Давайте, наверное, вначале самое большое, что здесь есть, вытащим. Это ремешок. Ремешок обязательно шел в наборе. Сворачивают его по-разному. Кто его сворачивает так вот в кругленькую, как он и был, собственно, свернут, когда от Дмитрича пришел. А я его что-то решил вот так, и сейчас думаю, что зря я это сделал. Потому что, смотрите, вот эти вот перегибы появились, и я бы не хотел, чтобы на ремне они были. Поэтому я думаю, что и дальше буду его сворачивать, как он от Дмитрича пришел, то есть рулончиком. Крепится как, посмотрите. Автостроп. И здесь еще вот куча всяких надписей. Так, вы-то и так видите, а я, наверное, без глаза не увижу. Автостроп Safety Razors Co. Inc. Нью-Йорк, USA. Вот, по крайней мере, здесь так написано, знаете, читайте сами. Ну и, конечно, кожаный шнурочек. На кожаном шнурочке у вас все это дело держится. Для чего? А для того, чтобы, как солдат захотел побриться, он сюда бритвовку вставляет, я вам покажу, как сейчас, спокойно лезвие направил и на лицо. И вот такой штукой он и брился. А какую бритовку? А я вам ее покажу, но потом. Давайте вначале патчпорт посмотрим. В документе сказано, вот видите, он тут уже от ветхости маленечко развалился, какая-то добрая душа его прозрачным скотчем подклеила. Вот что. Так, ну-ка, давайте вот так вот, наверное, чтобы вам лучше видно было. Здесь, ребята, в этой книге очень много всего интересного написано. В первую очередь, это, наверное, выражение того, как люди в свое время просто подходили, ну, к оформлению, что ли. Сейчас я вам так вкратце маленечко при помощи нанотехнологий покажу. Ну давай. Вот.
Тут, в принципе, объясняют, что, куда, как, почем, содержание, как за ней ухаживать, как ей бриться, куда вставлять, куда не вставлять, где поднимать, трогать, щупать, где ни в коем случае этого делать нельзя. И так во всей книге. Для тех, кто читать не умеет, я думаю, что даже вот тут картинки нарисовали, и тут все ясно и понятно. Так, ну давайте, наверное, уже без этой книги, а вот так вот. Вот. И вся эта красота у нас производилась на заре прошлого столетия. Эти бритвы продавались под торговой маркой Wallet. И у компании были офисы и в Торонто, и в Париже. Конкретно это какая модель, регулируемая, нерегулируемая, я вам сказать не могу, потому что точно еще с ней не разобрался. Но очень большое подозрение, что регулируемые были только у офицеров, а это сержантская, значит нерегулируемая. Компания Autostrop Safety Razors Ltd. Была основана Генри Жаком Гейсманом в Лондоне в 1905 году прошлого столетия. А в 1907 году они уже подали в суд на компанию Gillette Razor Company на нарушение патента и конструкцию своей безопасной бритвы. В связи с этим Gillette немедленно объединяется с Autostrop, предоставив Генри Гейсману место в совете директоров. Вот так вот взяли и купили мужика. В результате Autostrop Company Safety Razors окончательно закрыла все свои двери через 2 года уже в 1907 году. Вот так, ребята. Но это одна информация. По другой информации, эта компания держалась до 30-х годов. И только в 30-е годы компания Gillette ее съела. Как тут точно, я вам сказать не могу, потому что я при этом не присутствовал. А информацию больше, чем я вам сейчас сказал, я, к сожалению, найти не смог. Если у нас есть знатоки, кто в этом более-менее разбирается, ребята, дайте ли ссылки на материал, где это все можно посмотреть. Ну или свою версию расскажите, потому что это очень-очень интересно. И думаю, не только одному мне. Самое главное, бритву оставим на потом, а сейчас давайте вот в эту короебочку свои ручонки, влажные, трясущиеся в предвкушении, запихаем. Вот эта вот короебочка, ребята, посмотрите, она сделана из чего-то твердого и чем-то обтянута. То есть вот так вот интересно. И здесь, ребята, в этой коробке те самые лезвия, которые были с этой бритвой. Инспектор номер 18. И с обратной стороны этот инспектор писал, что хлопцы, там джентльмены, сэры и сэрихи, я, короче, тут все проверил, тут все нормально, все хорошо. Вот даю свое слово, что здесь все good. И каждым лезвием вот такие вот штуки прилагались. Лезвия тогда стоили немалых денег, аж полцены, $0,50, 50 центов. И в принципе они шли в наборе вот с каждой такой бритвой. Вот первая из них, которая здесь вот, оно так, это уже, по-моему, было достата. Я вот сейчас, знаете, я сейчас хочу какое-то не открывалось. Вот судя по тому, как вот смотрите, бумажка здесь загнута, вот это не открывалось. Я его сейчас уберу в сторонку, мы с вами его рассмотрим отдельно. И это, которое было, тоже. А это сейчас пока уберем в коробку. Ну и, наконец, там барабанная дробь, то все, бритва. Ручка отдельно, вытаскиваем эту красоту. Вот так вот она вся сделана. Материал я так и не нашел. Похоже на сталь. Но что за сталь и какая сталь, тоже не нашел. Посмотрите, какие здесь прижимы, вот такие вот интересные. Бритва прямо вот сюда вот так вот тырц, вот так вот и вставлялась. Я бы, например, если все это делал, я бы зассал. Я бы побоялся, что металл, там то все, а потом к клиенту приходит, он говорит, о, вот у меня там поцарапанная, как недавно у нас в Германии, там царапка такая, что нужно 10-кратный микрофон брать, а вот человек говорит, вот у меня претензия. Ну, вернули ему деньги, да и все. А вот, видишь, люди все-таки сделали. Давайте ее уже наконец собирать и смотреть. Так, ну прежде чем собирать, наверное, давайте я вам ее поближе покажу. Посмотрите, как раньше делали. Резьбовые соединения, тут винтики все. Вот в нынешних условиях, ну, я даже думать не хочу, сколько бы эта бритва стоила, потому что это стоило. Это очень большая работа. А раньше, если мне память не изменяет, такая бритва стоила, по-моему, $1. Или $5. Кто знает, поправьте. Ну все, давайте уже наконец вкручивать и смотреть на нее поближе. Вкручивается элементарно, просто. Вот и все. Бритва готова к
использованию. Ну, еще нужно, конечно, сделать некоторые манипуляции. Какие? Берем вот так вот, хоп, язычок поднимаем, тем самым, вот смотрите, так, язычок, вот смотрите, после того, как мы поднимаем язычок, хлоп, у нас этот узел отодвигается, выводит лезвие из этих вот пазов, и теперь мы уже спокойно, да, кстати, вот если хотите, почитайте, что на бритве написано. Autostrop Razors. С этой стороны, ой, тут вообще еще дофига всего, Нью-Йорк в том числе. И теперь вы уже, в принципе, в состоянии править бритву. Как же? Вот. На ремне это рабочая сторона, это нифига не рабочая. Рабочей стороной просто берем аккуратненько, продеваем ее сюда. Так, ну давай, продевайся уже. Вот. Все. Бритва у нас готова к правке. Этой стороной, вот тут где кожаная петелька, ищем в окопе, где у нас торчит гвоздь, или за чей-то штык, или за чей-то... Ну, короче, найдете, где зацепиться, а потом просто путем того, что вводите бритву туда-сюда, туда-сюда, 5-10 раз и так направляете. Я вам все это подробно покажу в видео, поэтому сейчас сильно на этом останавливаться не будем. А давайте посмотрим дальше. Посмотрите, как у нас сделана эта конструкция. Вот, например, если бы не инструкция, вот посмотрите. Вот как? Я бы, вот, например, вот, я даже и не знал, как вытащить это лезвие, потому что оно вытаскивается чрезвычайно просто. Все, что для этого нужно, я вам сейчас покажу. Берете что-то тверденькое и вот с этой стороны давите, лезвие выходит. Но я бы так не подумал, потому что я вижу вот этот узел. И для меня это просто кусок металла. Оказывается, это ролик подпружиненный. Вот смотрите. Тырц. И все. И лезвие пошло. Дальше чисто технически вы его вытаскиваете, и раз уж вы его вытащили, вы его выкидываете. Потому что, ну, пока оно работает, вы его выкидывать не будете. Тут уже точить его, не точить в современных условиях я хз. Но раньше их просто выкидывали. Я не знаю, там были какие-то специальные условия для контейнеров или нет. Скорее всего, просто выкидывали и вставляли новое. На сегодняшний день есть такие лезвия физер. Я вам сейчас вот где-то здесь картинки замощу, вот так вот, чтобы вы тут видели. Да, люди берут эти лезвия, вставляют сюда, и вполне они себе подходят, и вполне вы себе можете бриться этим станком. Но это не единственный вариант, потому что, помните, у нас было видео, где Сергей Сергеевич нам всем подсказал, какие лезвия для гемов можно брать. Так вот, ребята, вот такое лезвие сюда точно так же можно вставлять. Правда, для этого нужно избавиться вот от этой обечайки, что мы с вами сейчас и попытаемся сделать. Так, чтобы без руков не остаться, возьмите все это аккуратненько вот так вот чем-то зажмите. И сейчас нам надо снять вот этот металл. Все, металл сняли. А теперь посмотрите внимательно. Видите, как у нас получается? Если мы лезвие вот так вот наложим, у нас вот этот угол, так, вы, наверное, не видите нифига, давайте я вам побольше сделаю. У нас вот этот вот угол в лезвии, в этом, он ни в звезду, ни в Красную Армию. Все, что нам нужно, и здесь то же самое, это мы его просто берем и аккуратненько отрезаем. А чем же? Да, вот таким инструментом. Так, вот это ушко не трогаем. Так, извиняюсь. Вот это ушко не трогаем. Нам нужно убрать только вот это. Говёный инструмент, он всегда говёный и есть. Вот не было у меня других кусачек под рукой. По нынешним временам это не очень популярный инструмент. Ну вот так вот, чисто гипотетически, наверное, тоже пойдет. И с этой стороны то же самое. Проделаем ту же самую операцию. Потом, после того, как вы все это завершили, все, что нам остается, это просто вернуть лезвие на место. Так. Но хочу напомнить, хоть старые мастера и знали толк, но все-таки берегите себя, пожалуйста. Старайтесь себя предохранять. Итак. Все, лезвие мы ставили. После этого
спокойненько опускаете это лезвие, посмотрите, как оно легло. Так, тут я даже, наверное, маленечко перебздел. Вот сюда еще его чуть-чуть можно сдвинуть. И со спокойной совестью опускаем наш зажим. Тырц. Все, лезвие у нас стало на свое место. Для тех, кто любит экшен, давайте я вам сейчас вот так это еще раз покажу. Все поставили, и после этого опускаем зажим. Так, вот он. Бабах. Все, ребята, бритва готова к использованию. Без всякой правки, без нифига. Но не все так просто. Не стоит забывать, это говорил еще Сергей Сергеевич, и я вам хочу повторить, что вот эти лезвия непростые. Это лезвие первый раз, оно бреет хуже всего. И они знамениты тем, что чем дольше ты бреешься, тем мягче и хорошее, комфортнее они бреют. С щетиной Сергея Сергеевича, она у него жесткая и такая, ну скажем так, не самый лучший вариант. Но что есть, то есть. Так вот, эти лезвия выдерживают до 10-12 раз. Сколько лезвия будет ходить у вас, в вашем случае конкретном, но это пока не проверите. Пока не проверите, не узнаете. Но не этим лезвием сегодня мы будем бриться. Это лезвие у нас будет сегодня на подстраховке. А сегодня мы будем бриться тем, чем брились наши прадеды уже, наверное. То есть я прям при вас хочу вытащить. Так, а какое тут я хочу вытащить? Вот это, наверное, эхо. Так, это или это? Вот это. Посмотрите, у него тут меньше кончик отходит. Хочу вытащить это лезвие и побриться именно на нем. Автостроп, Нью-Йорк, Америка. Автостроп Safety Razors. Вот так вот все. Блин. Property of US America, то есть собственность армии США. Конвертик. Автостроп Blade US Patented. Тарам-дарам-дарам-дарам. Хлопцы, осознаете момент? Вот это лезвие пролежало вполне себе, возможно, ну сколько? Так, что тут бумага, что ли, какая-то? Да, ребята, да, тут бумага какая-то. Вот она, эта бумага. Она сюда прилепилась и никак не хочет отлипаться. Ну, тут грех жаловаться, потому что, даже вот просто так вот, к примеру, да, но если это лезвие, сделано было в 20-30-х годах прошлого столетия, почти 100 лет прошло. Да тут не только прилепиться, тут вообще взвыть волком можно. Но опять же, вот эта вот вся ржавчина, которая здесь есть. Но мы не привыкли отступать. Знаете, что я сделаю? Я, наверное, сейчас возьму спиртяжку техническую. Слава богу, недостатка в этом нет. Я ее вначале все хорошо промою. Сниму вот эту вот всю кишкотню, которая здесь есть, вот и образовалась за все это время. А потом мы сейчас с вами и вернемся, и будем делать то, что я задумал. Все, пошел промывать. Итак, что мы имеем? Да, конечно, не до чиста, да, конечно, не совсем, но все-таки благодаря спирту я смог отмыть вот эту вот штуку вот примерно вот до такого состояния. Понятно, что мы сейчас с вами ставим ее на ремешок и погоняем еще на ремешке, и только после этого попытаемся бриться. Но я взрослый человек, и я прекрасно отдаю себе отчет, что лезвием, которому уже 100 лет, а возможно даже еще и больше, которое все это время пролежало в пачке, не факт, что я смогу побриться. Поэтому на подстраховку я нам с вами сделал вот такое вот лезвие, которое я вам уже показывал. И благодаря этому лезвию, то уж мы с вами точно побреемся. Но здесь мы с вами отломали, убрали эту металлическую блямбу, плюс еще отрезали вот эти ушки. И не знаю для чего, и вообще с какой целью, но почему-то я решил показать еще и это. Когда в 2005 году мы с Лариской вернулись из Америки, я прихватил дофига чего, там даже и телевизор сюда притащил. Зачем? Одному богу известно. 2 машины, инструмента ту его гору. Короче, 2 машины шли под завязку в контейнерах забитые. Мы потом с Эстонией, с Ренатом вдвоем мы гнали, в том числе было и вот это. Это лезвие известной американской компании Stanley. Очень хорошая компания, которая делает инструмент для людей, которые привыкли работать своими руками, и в том числе и вот эти лезвия. Они у меня до сих пор сохранились, нравятся. Понятно, что это техническое, понятно, что это для ножа, но
сами понимаете, вот сюда его, конечно, никак. Но факт остается фактом, почему-то они у меня остались, до сих пор ими пользуюсь, и они мне нравятся. Все, показал. Ну а теперь давайте уже наконец ставим это лезвие и вставим ремешок, и будем с вами править. Так, вначале забираем лезвие, потом поднимаем гарду. Гарда-то у нас где? Ну или как это называется? Ну вот, а родное лезвие сюда не с таким натягом входит. Отсюда делаю вывод, что вот это, которое мы с вами поломали, оно несколько толще, чем вот это вот родное. Теперь берем с вами ремешок рабочей стороной наружу. Придерживаем галстучек, язычок, чтобы он никуда не ходил. Вставляем примерно до середины. Ну и пошли прошвырнемся по окопу, посмотрим, где у нас тут гвоздик торчит, или кому за штык можно зацепиться, или за ствол. И будем править бритву. Все, пошли. Ну и вот. А тут после того, как вот мы с вами все ставили, нашли крючочек, где зацепиться, все, что нам остается, это просто уже, собственно, править. Для этого натягиваем ремень и проводим туда-обратно. Ну, учитывая то, что лезвие новое, ну давайте я, наверное, проведу сколько? Ну, 15 раз. $25. Люблю я эту цифру. А теперь, после того, как закончили, все, что вам нужно, это просто аккуратненько приподнимаете флажок, чтобы, не дай боже, у вас лезвие не порезал ремешок, и спокойно вытаскиваете ремень. После этого, как вы все вытащили, спокойно опускаем лезвие, спокойненько отпускаем наш упор, лезвие у нас входит в зажимы, все, бритва готова к использованию. Не удержался, ребята, не удержался. Обычно так вот после распаковки сразу на обзор не попадают, потому что нужно другое показывать. А здесь не удержался благодаря запаху. Все это, вся мыльно-пузырная линейка у нас сегодня от одного мастера, который называется Сапонифиция Биглони Карла, который родился в 1945 году и с тех пор и по сегодняшний день накопил богатейший опыт в производстве как твердого мыла, так и мягкого мыла, как туалетного, так и для бритья. В том числе делает и автошейвы. Так вот, начиная с 1945 года, представляете, какой богатый опыт у человека. И все это сделано вручную. И все это делает артизан. И все это делает не на каких-то там супер-пупер машинах, которые, по-моему, 1000 в день штампуют, а все это делается маленькими, мать его, партиями. То есть, вот можно сказать с полной ответственностью, что каждая вот эта вот коробочка прошла через руки мастера. А что за коробочка? Ну, давайте возьмем мыло, к примеру, да, вот это крем для бритья, который с запахом сандала индийского. Торкнуло, ребята, не по-детски. Да, на самом деле мягкий, да, на самом деле крем, но как же он пахнет! Я, вот знаете, вот если написано, что красное, да, я привык, что это красное. Но не все бывает в жизни так, как ты привык. Например, вот взять тех же самых жителей Севера. Они различаются не просто белые, как мы с вами, а 121 оттенок белого. И здесь то же самое. Вот это вот лосьон и это мыло, оно все как бы с сандалом, и все как бы с индийским, но пахнет совершенно по-разному. Такое ощущение, что здесь разные ароматизаторы использовались. Но это просто фантастика. Это просто обалдеть. Мыло, в принципе, можно взять где-то в пределах $18-19 за банку. Или так, 14, по-моему, да, 14 фунтов стерлингов. Сейчас состав мыла и прочее, я вам покажу где-нибудь на экране, чтобы вы не корячились и вот тут вот глазки свои не напрягали. По деньгам чисто среднеценовая. Как будет в работе, фиг его знает. По внешнему оформлению это высшая линейка. Если бы это стоило $25-30 или евро, я бы ну нифига не удивился. Но нет, это стоит дешевле. Лосьон. Точно так же упаковка царская. Здесь, если вы, допустим, почитаете, то здесь и на итальянском, и на каком, и на английском написано, что тщательно сбалансированно подобранный состав таким образом, чтобы запах алкоголя не ощущался вовсе. Но при всем при том были бы шикарные уходовые средства, в том числе и состав. Вот он здесь, пожалуйста, смотрите, весь состав до копейки. Ну и, конечно, что это сделано в Италии. Ну, молодцы. Итальянцы нас всегда радовали. У них какая-то такая утонченная натура, которая запахи, все остальное прочее, вот как-то вот она вот
вот предрасположена к этому. Вот умеют паразиты. Ну и здесь тоже посмотрите. Бедненько, но со вкусом, но чистенько. Молодцы, молодцы. Обыкновенная бутылка обыграли вот таких вот приятных тонах, и уже как бы и на бутылку не смотришь, а воспринимаешь все в целом, и это уже кайф, и уже хорошо, и уже все здорово. А все благодаря Петросу из Греции. Спасибо тебе, Петрос, огромное. И за это, и, кстати, за это тоже, потому что Петрос уже ответил в ВК и говорит, что вот это барбарян, это греческий национальный напиток азу, водочка. Ее, говорит, можно как так пить, так и с водой разбавлять. А вот это, говорит, разбавлять не вздумай. Это, говорит, пьют нормальные греки прямо так, прямо с горла. Шучу. Нет, все, по стаканам все-таки разливают. Ну и 40 оборотов. Ребята, ну, про разбавлять водой, я не знаю, у нас на Руси что-то это не принято. Ну, 40 так 40, что? И погнал. Хоть 45, хоть 48, хоть 50, хоть 80. Так что разбавлять ничего не будем. Попробую, расскажу. Ну и помазки. Есть у меня одно незаконченное дело, которое обязательно закончу. Это те самые экспериментальные помазки, которые я пробую во время бритья, и потом кто-то из вас их забирает. Обязательно попробуем, обязательно кто-то из вас их заберет. И тем более тут много интересного. Здесь есть обычная лошадь, есть здесь повышенной набитости лошадь, здесь есть и барсучок вот такой вот интересный. Ну и, конечно же, то, что у меня вот больше всего щимит и хочется попробовать, это новый кабанчик. Уж очень интересно. Я его бангую как зубодробительный. Тот, который 10,90 что-то там, итальянский, отдыхает, потому что этот Тайсон повышибает сразу все. Любителям упругих вещей, ну просто рекомендую. Но не это сегодня будет на обзоре, а что-нибудь, хлопцы, новенькое. Новенькое то, о чем вы еще не знаете, потому что на душе праздник, а праздник хочется поддержать. Этого я вам не показывал никогда. Это наши новые кабанчики, которые появятся совсем скоро. Этот узел я попробовал уже давным-давно, он мне понравился. Понравился чем, скажу потом, опосля. Но сегодня, чтобы поддержать праздник, я хочу взять что-то именно вот из этого. Осталось понять, что же. Но тут трудно выбрать, потому что тут выбирались эти ручки, которые нравятся мне. Мне вот между этими ручками выбирать как-то, ну вот шишел-мышел, ткнул и вышел. Ну, я хз. Ну, давайте, наверное, вот эту ручечку я возьму. Это как дань уважения немецким производителям. Биг Блоссик, который вот у меня от них приехал, у него была вот такая ручка. Именно его мотивами она была навеяна. И почему-то вот так вот теперь будет. Вот этого, наверное, красавца возьмем. И несмотря на то, что он совершенно новый, не распушенный, я думаю, что он меня не подведет. Все, решено. Это уходит, остается вот это. Ну все, что теперь, пошли бриться. Так, с чего начать? Шевелюра у меня буйная, это понятно. Давайте, знаете что? Давайте, я сейчас не удержусь, сделаю компресс, потом нанесу это великолепное, не побоюсь этого слова, средство на лицо, а потом еще раз компресс, только после этого буду наносить пену. Давайте так сделаем, наверное, это будет правильно. Хотя, возможно, я перебздю маленько, потому что, ну, отрастить такую шевелюру, сами понимаете, кожа уже отдохнула. Но, с другой стороны, дополнительный кайф он никому не мешал. И так, наверное, и сделаю. Все, компресс. Хорошо. Теплую воду. А я милого узнаю по походке. Не знаю, что эта песня в голову пришла, потому что, может быть, жена мне на Новый год рубашечку подарила, смотрите, такую гавайистую поло. Я вначале, блин, Иванова, ты что мне вырви глаз такой притащила? Я это как-то ну, мужику 55 лет не поздновато. Она говорит, не, все нормально, ты же, говорит, это горчичный любишь. Я говорю, ну люблю. Ну, говорит, ну так носи, что, давай. Ну вот, что-то как-то вот и с тех пор она мне к душе. Ай, крем-мыло. Ай, какая камера у нас сегодня мурашки снимает? Никакая, ладно, хрен с ним. Ой, ребята, ну, чтобы вы понимали, что это за запах. Вот доведись мне встретить производителя, вот, который сделал это мыло, просто подошел бы, вот так вот взглянул бы ему в глаза и пожарил бы его мозолистую руку. Потому что вот это вот сделано с душой. Я не знаю, как оно бреет, но пахнет оно прям
Сапоникова резина. Ну вот это, пожалуй, то, что на слуху, да? И когда вот ты читаешь не сапоник, а сапонифиция, ну ты понимаешь, откуда ветер дует, это все итальянские дела, но тем не менее, это же маленечко другое. Ну и посмотрим, как это другое сейчас будет работать. Ну по запаху, конечно, это просто шедеврально. Ну это просто огонь. Просто огонь. Ой, какое оно вязкое. Ой, какое оно прям. Взял-то маленько. Я жена говорит, когда ты ее уже нафиг сбреешь? Колючая? Я говорю, что еще мягкая не стала? Не, говорит, колючая. Я говорю, сбрею, солнышко. Сбрею. Сейчас с пацанами встретимся. Ну вот, говорю, так прилюдно и смахну ее нафиг. Так. Я чувствую, водички надо добавлять, а не мыло. Ну, мыло тоже, конечно, еще так чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Что тут? Так, пускай кушает. Закрываем, сейчас руку сполосну. Первые тактильные ощущения, когда крем берешь на руку, это не тот крем, к которому я привык, не тот крем, с которым я сталкивался раньше, и совершенно необычный. В чем же его необычность заключается? Да, наверное, пожалуй, в том, что он вязкий. Вязкий, он да мягкий. Но когда вы его берете на руку и вот так вот пытаетесь на лицо, он такую структуру держит, и вот по мягкости он, наверное, не тот мягкий, к которому мы привыкли, а так полумягкий. Это нечто среднее производное между мягким и мягким мылом. Это не мягкое мыло, но это не мягкий крем, это что-то среднее. И вот такую вот тягучую текстуру приходилось распределять по лицу неожиданно, совершенно неожиданно. Ну, что из этого получится, сейчас посмотрим. А пока давайте, наверное, так, у нас тут что-нибудь видно? Да, видно. Так, ну это я в строй сейчас вхожу, открываем баночку. О, еще раз нюхну, не откажу себе в удовольствии. И, наверное, пора уже у нас помазочек достать. На первый раз я его замочил. Так, судя по тому, что я мазал по лицу в воду, она любит, но сильно стряхивать не буду. Прям так сейчас и буду нафигачивать. Вау. А, да, ребят, бреемся, как я обещал, этим дедовским лезвием, тем самым, который вот мы бумагу с вами, кальку отрывали, ну вот эту вот бумагу вощеную. А на подстраховку я покладу вот это вот лезвие, которое у меня от Сергея Сергеевича. Сергей Сергеевич, добрая душа, в свое время нам прислал, говорит, вот, Виктор, держи, это огонь. И, кстати, не только Сергей Сергеевич, Дмитрич тоже такие лезвия присылал, и я так думаю, что вот сколько там, штук 20 вместе наберется, с каждого по 10 раз, фух, блин, да мне на ближайшую пятилетку-то поза глаза. Так что, парни, спасибо вам огромное. Понятия не имею, что я навозюкал, но возюкать страшно, потому что чуть что она сразу же запенивается и вон сразу вылазит. Ну вот так маленечко уже набил. Так, не буду испытывать судьбу, какую-то порнографию здесь развел. Так, давайте уже, наверное, компресс на лицо будем наносить. Ну прям чувствуется. О, он уже залипает. Ну это крем, что бы он не залипал, у него работа такая. И бриться. Хорошо, вот привязалась-то. А я милого узнаю по походке. Брюки носит галифе, а шляпу носит на Панаму. Что-то о брюки, вот что-то я брюки пропустил, да? Ух, что это такое? Барна, все в кучу, барна гарна праса, что такое? Ну, фигня какая-то в голову лезет, компот. Ну, ребята, тут это что-то такое, это что-то необыкновенное, это что-то невообразимое. Так, водички-то я, пожалуй, все-таки добавлю. Да. Крем мыла любит воду. Знаете, почему я выбрал этот кабанчик? Потому что в нем сочетается именно все то, что я хотел бы, чтобы было в кабане. У него, да, есть упругость, есть, но это не какая-то зашкальная, запредельная, которая выводит его в хребет и в лом, которая будет вам тыкать. Вот он не такой упругий,
как 10, ну, итальянский, омеговский, 1093, 1099, ну какой там, поправьте меня. Там вот эта ломовость все-таки есть. Вот с такой ломовостью у нас будет следующий, который вот я сейчас собираюсь испытывать. Вот надеюсь, он будет такой. Ну, нет, так и нет. А вот этот он балансоцентр взвешенный. Вот такой подлюка. Я даже не ожидал, что это кабан. Он, да мне трудно даже сказать какой. Вот, понимаете, он и не сопля, и в то же самое время не дуб. И я даже думать не хочу, что будет, когда он распушится, потому что это еще наверняка станет круче. Но это месяц подождать и месяц им попользоваться. Все, больше не хочу здесь ничего делать, здесь уже убирать надо, а не добавлять. Сейчас по-хорошему это надо еще водички. Ну и водички-то страшно, потому что посмотрите, что на помазке. Ну куда? Это как в волшебном горшочке, горшочек вари, и он варит. Но, ой, щетинка-то обязывает, потому что надо под каждую свой кусочек занести. Да, блин. Вот. Вот так вот, на тебе, сука. Вот так вот. Ручками, все надо делать своими ручками. Вообще по кайфу, понравилось. Да, углазался весь, но зато душевно. Так, ну это мы потом почистим. Любимая мне, конечно, пистон ставит, и по делам, так и надо. Греем бритву. Так, а пока она греется, дайте-ка, знаете, что я сделаю? Я, наверное, вот так вот все тут выправлю, приведу в благообразный вид, а то какая-то непотребщина тут. Своими ручонками заскорузлыми тут все раздербанил. А вот так вот сразу кинематографичный видон. Так, это вот сюда поставим. А бритва уже нагрелась. Страшно, ребята, страшно, потому что если даже предположить, что лезвие 20-30-х годов, ему уже практически 100 лет, это ржа, которая была на этом лезвии, она, конечно, при условии, что она попадет в рану, она здоровья не добавит. Но, с другой стороны, очень интересно. А побреет ли? 25 раз мы с вами на ремешке прошли, ну, давайте попробуем, что уже тут, как оно уже, как будет, так и будет. Ну, с Богом. Так. Вы знаете, если я стал бы менять лезвие в этом станке, только с одной единственной целью, посмотреть, а как на том лезвии будет. Давайте так, наверное, сделаем. Вот эту сторону я выберу со старым лезвием, которому уже почтенный возраст. Но у меня мама была с 36-го года, бабушка с 905-го, с 904-го, с 905-го. А если лезвие 20-го, ну это дядя, тетя, пра-пра-пра, кто? Это уже старше мамы, но младше бабушки. Это как тогда получается? Ну вот как-то так получается. Ну, вот сейчас пацаны выходят, видосы пишут, они 2000 года рождения, там 90, а это 1920-го. Ну так, плюс-минус. Хотя сами бритвы начали выпускаться еще в 1905, нет, вру. В Первую мировую войну их стали пузырить и на фронт отправлять. Вот именно туда. 907, 905, где-то вот так вот. Что мешает? Мешает вот эта вот штука. Я не знаю, видите вы, не видите. За счет того, что здесь накатка держать удобно, а здесь ее нет. И палец. Вот. Так, а где мой камешек? Ай, свой камешек куда-то профукал, возьму. Мюлевский. От опасной бритвы РФ. Прямо Харайдер. А я меня узнаю по походке.
Ну, собственно, как-то так. Смел и не заметил. Ну, то есть вполне себе норм. Давайте попробуем еще раз. Каких-то комплексов, каких-то осложнений, каких-то, знаете, таких ощущений, что тянет щетину, что тупое, что сейчас вырвет. Вот знаете, когда бывает вот такое, ну вот меня хорошо поймут люди, которые пробовали хоть раз вот здесь синий, не синий, черный невой бриться. Ну там, конечно, ощущения, да. Там взрыв эмоций. Кажется, я вовремя уловил, когда камера выключилась, и мы практически с вами ничего не потеряли. Уже хорошо, уже здорово. К сожалению, там нет заявленных 30 минут, там 28 с копейками. Ну, все лучше, чем 15 или 20 минут, согласитесь. Уже как-то полегче. Ну и поехали. Так, это я намазать не успел. Оба-на! Так, ну все, я считаю, что здесь закончил. Вот здесь вот маленечко есть, и никак я ее, зараза, не могу вытянуть. Хотя стараюсь. Но уже как есть, так есть. Но зато здесь все хорошо. Это не брею с умыслом. Потом сами поймете почему. Итак, старым лезвием от компании Автостроп Company Razors LTD. Можно бриться. Можно бриться. То есть та самая бритва, которая вот пришла в наборе, вот то, что Дмитрич прислал вместе с этим лезвием, оно рабочее. Вполне себе рабочее. Понятия не имею, можно ли эти лезвия затачивать. Скорее всего, вот в той приспособе, которую Дмитрич прислал, да, там наверняка можно что-то изобразить. Но если в этом смысл, вот смотрите, мы с вами его сейчас вытащили, вот, и берем вот это. При условии, что, во-первых,